Всем привет. Сегодня у нас расклад, который, не всем нравится. Давайте прямо смотреть в глаза правде. Потому что сегодня расклад про тебя. А девушки, женщины, они любят как расклады. Про кого-то, но не про них. Или там чего за спиной говорят, или его мысли, да. А на себя девочки обычно забивают. Я, кстати, до сих пор понять не могу, почему так. Просто вот женщины, они как будто рождаются жить для кого-то, но не для себя. Почему я так решил? Потому что посмотрите расклады его мысли о тебе, да, и расклады вот этот вот хотя бы, да. Его мысли о тебе будет 100 тысяч просмотров, а про тебя, да, про твои проблемы и так далее будет, 100. Просто, без тысяч. Просто 100 просмотров. Я очень рад, что вы приходите в проживание арканов. И сегодня я должен был загрузить, и, скорее всего, загрузил, денежный... нет, денежный марафон уже загружен, Анечкин. То есть тот, который вот гремел, так скажем, да, он на уровне в бусте, на уровне проживания арканов. В магическом чате есть ссылка на чат с марафонами. И еще сегодня я должен был загрузить, и, скорее всего, загрузил на женскую самооценку. Потому что тем, кому вот этот расклад интересен, и они его включили, то вам этот марафон обязательно нужен. Это тот самый марафон, который вот всю психологию он с ног на голову перевернул, так скажем. То есть сильнее марафонов, чем вот этот денежный и на женскую самооценку, женскую силу, сильнее просто не существует, во всяком случае, на сегодняшний день. Поэтому, но это только на бусте. На YouTube я это загрузить не могу, потому что это формат немножко другой. Поэтому заходите в чат в проживание арканов, в магический чат и, пожалуйста, сильнее вы точно не найдете. Есть, конечно, аналоги, но они стоят у зарубежных там до $5000, что ли, вот такие же. Поэтому заходите. Пока доступно, заходите. Итак, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте начнем про тебя. Сейчас меня смотрят 2 человека, да, потому что, как сказать, вот объясните мне вот в комментариях, вот давайте только по-честному, потому что когда вы все говорите, что нам хочется на самопознание, вы в большинстве своем лжете. Почему я так решил? Потому что вижу просмотры. Просите, но не смотрите. Или это вообще другие тарологи из других каналов просто говорят, что нужно самопознание, чтобы не смотрел никто. Итак, давайте, я думаю, начнем этот расклад. Единички. Что сейчас главное в твоей жизни? Знаешь, главное сейчас у тебя это то, что ты без денег осталась. Прям вот совсем. Год назад ты там думала, что у тебя все стабильно, все хорошо, а сейчас вот копейки считаешь. Так вот, и знаешь, вот это не просто временные трудности.
Потому что по картам ты реально в попе денежной. И это тебя пугает, потому что вот раньше такого не было. А еще ты осталась одинокой очень. Не физически, люди вокруг есть, но ты вот, знаешь, как будто вот ты перестала доверять. Вот я не знаю, как объяснить тебе. Ну вот как будто люди есть, а ты одинока. Вот как одиночество в толпе, но немножко по-другому. Как будто вот на всей планете, да, как будто вот ты одна и твои проблемы, и больше нет никого. Это не одиночество в толпе, это вот как будто, ну вот как будто вот как пипец. Как будто вот целая планета. Есть же фильмы про зомби-апокалипсис. Или там такие вот фильмы, которые как вот, ну как сказать, вот как «Изгой», да, который вот на острове один остался, как там «Я легенда», да, когда он один на всей планете остался. Вот так вот. Вот такое вот у меня ощущение, что ты и твои проблемы. И на планете больше нет никого. Ты просто поняла, что когда у тебя проблемы, все вот эти друзья-подруги, они куда-то исчезают. Никто помощь не предлагает. Все вид делают, что вот не замечают твоих трудностей. И ты решила, конечно же, что лучше справляться самой, чем там у кого-то поддержки просить. И вот сейчас ты очень много времени проводишь одна. Там думаешь, анализируешь, пытаешься понять, где ты ошиблась. Почему до такого дошло? Раньше вот ты была открытой. И не говори, что не так, потому что это точно. Ты прям была открытой, общительной. А теперь ты вот как будто ушла в себя и калиточку за собой закрыла. Дома сидишь, там в интернете роешься, ищешь варианты, как заработать, ну или просто лежишь и о жизни размышляешь. Но факт остается одном — это вот одиночество. Понимаешь? То есть как будто вот, ну я уже говорил, да, то что как будто на планете нет никого. И вот твое безденежье и одиночество, они связаны. Ты стала замкнутой именно потому, что денег нет. Стыдно людям признаться, что у тебя такие проблемы. Страшно, что они там начнут тебя жалеть или еще хуже осуждать. Поэтому ты выбрала изоляцию. Лучше, как говорится, никого не видеть, чем объяснять, почему ты не можешь там пойти в кафе с подругами или там вещи нормальные купить. И знаешь что, вот эта ситуация, она заставила тебя по-новому смотреть на жизнь. Ты просто поняла, что многие вещи, которые казались важными, на самом деле все это хрень. Что счастье, оно не в деньгах, а вот в покое и в нужных людях рядом. Что лучше быть там честной с собой, чем притворяться перед другими. То есть, знаешь, не одним, а вот двумя, там, тремя словами сказать, это вот тебе надоело носить маску, которая к тебе там с 20 лет до твоих годов вот приросла просто. И ты потерялась, где ты настоящая, где ты с маской. И вот эта проблема с деньгами, она все расставила по своим местам. Тебе вот до блевотины надоело носить эту маску. Какая проблема тебя назад тянет? Ну, главная проблема — это вот тот мужик, с которым у тебя была история. Он до сих пор сидит в твоей голове. Ты мне скажешь сейчас: а мне мужик, он не интересен, и прочее, и прочее. Хочешь маленький секрет тебе раскрою, который ты никому не говори, я тебе на ушко шепну. Если бы он не сидел в голове, то у тебя вот этот образ этого мужика, когда я сказал про то, что вот этот мужик, он бы у тебя не всплывал. Когда в голове никто не сидит, ты не понимаешь, что за мужик, а у тебя в голове щелкнуло, сразу знаешь, кто это. Поэтому давай друг друга не будем обманывать. Ты его по-настоящему любила, а он тебя кинул. Не сразу, конечно. Сначала все хорошо было, он был внимательным, заботливым. Ты, как говорится, расслабилась с ним.
Он слова правильные говорил, и ты думала, что вот нашла своего человека. Вот вы до самого конца. А потом он начал торопить события. Давить на тебя, требовать больше, чем ты готова была дать. Он, знаешь, он хотел, чтобы ты бросила все ради него, даже мысли свои. Переехала к нему, поменяла работу, подстроилась под его планы и вообще мыслила, как он хочет. И вот когда ты вот как бы не согласился, все твое нутро протестовало на любовь. Девочки же у нас какие. Ты скажешь, я не девочка, на-на-на. Ну и что тебе 50-60 лет? У вас любовь, вот у 99% девочек настоящая любовь проходит одинаково. Вы отдаете всю себя. Но проблема в том, что 99% мужиков не готовы принимать такие дорогие подарки. Понимаешь? Мамочка им там носик вытирала, еще что-то. И у мужиков включается, вот честно я тебе с мужской с точки зрения говорю, вот у мужиков большинство, когда женщина себя все отдает тебе, образно говоря, у мужика включается мамочка. Ну, не мужик-мамочка, а то, что ты как мама. Понимаешь? А вот я вам на протяжении целого года уже говорю, да, что если ты не с моего канала, то год ты меня только знаешь, что вот нужно равноправие. Ну, нужно, пойми ты, солнышко. Нужно равноправие. Нельзя всю себя отдавать. Можно только если и мужик всего себя отдает тебе. И вот ты не согласилась. А он обиделся и ушел. И знаешь, проблема в том, что ты до сих пор себя винишь. Думаешь там, что была там слишком медлительная, слишком осторожной, что там, если бы согласилась, как говорится, подстроиться под него, под его условия, да, то сейчас ты была бы счастлива. И вот эта мысль, она тебе покоя не дает. Ты скажешь, нет, я про него уже не думаю. Не ври. Думаешь. И по картам все видно. Ты постоянно в голове прокручиваешь вот тот период, когда все рушилось. А еще хуже то, что ты из-за него потеряла веру в мужиков вообще. Ты думаешь, что все одинаковые, да? Сначала там горы обещают, звездочку с неба, а потом требуют невозможного. И когда вот к тебе кто-то подходит, ты сразу подвох ищешь. Боишься снова попасть вот в ту же ловушку. И вот эта история, она с ним вот, как тебе сказать, она тебя ест. Вот это с ним история. Ты не можешь простить себе эту ошибку. Скажешь, давно простила, я живу, не ври. Ты не можешь отпустить прошлое и жить дальше начать. Все твои решения, они сейчас принимаются из страха повторить тот же сценарий. А это ж неправильно, потому что страх — это совсем не лучший советчик. Да какой страх сидит внутри-то? Ты боишься, что никогда не будешь счастлива. Это вот кратко. Ты боишься, что вот эта сейчас жизнь, она твоя навсегда. Без денег, без любви, без радости. Тебе кажется, что ты упустила свой шанс, и теперь вот остается только доживать свой век, да? Это жуткий страх, который тебя парализует и не дает тебе вперед двигаться. А еще ты боишься драки. Не физической, нет. Ты боишься вот этих конфликтов, выяснения отношений, необходимости свои права отстаивать. Тебе вот легче согласиться на неподходящие условия, чем спорить и свою правоту доказывать. А потом ты злишься на себя за эту слабость. И вот этот страх, он появился из-за твоего воспитания. Потому что, я тебе объясню, конечно же, тебя вот с детства учили быть удобной. Проблем не создавать, не расстраивать других. У тебя, тебе, если вот эти слова знакомы, они тебе вот сейчас, как сказать, в голову врежутся. А слова это какие? Не спорь со взрослыми. Девочки должны быть тихими.
не высовывайся. А девочки так себя не ведут. Если какая-то из этих фраз тебе в мозг, как говорится, молния прилетела, то расклад твой. И теперь, когда нужно за себя постоять, ты не можешь. Внутри сидит та девочка, которая вот эту всю... Нет, я чуть сейчас не рассказал, что я про это думаю, но я должен быть безучастный. Я твой лучший друг, но я не могу тебе указывать прям вот так вот. И тем более матом говорить. А внутри девочка у тебя вот это сидит, которая вот эту всю хрень говорили. Понимаешь? Внутри сидит тебя ребенок, который боится получить по попе за непослушание. И вот ты сейчас думаешь, что если начнешь бороться за свои интересы, да, то все от тебя отвернутся. Нет. У тебя в голове, что лучше терпеть плохое отношение к себе, чем остаться совсем одной. Потому что что? Девочки так себя не ведут. Но это ловушка. Люди как раз уважают тех, кто может за себя постоять, а тех, кто всегда соглашается, считают тряпкой. Еще ты боишься, что ты недостойна хорошего. Что если у тебя там какие-то проблемы, значит, ты там человек плохой, заслуживаешь страданий. Это полная ерунда. Но ты в это веришь. Из-за вот этой веры ты... Я в тебя прямо, надо как сказать, за тебя что-то переживать слишком начал. Но я не могу так сильно. И ты вот из-за вот этой веры не пытаешься изменить все, что творится вокруг. Ты думаешь, что все равно ничего не получится, потому что ты не заслуживаешь лучшего. Но это только твои мысли, солнышко. Как тебе вперед двигаться? Ну, кроме того, что в проживание пойти, да, вот когда сможешь, обязательно приходи, потому что сейчас у тебя нет денег на проживание. Тебе жестко нужно стать. Вот совсем. Как мужик, но как женщина. Вот как объяснить? Жесткой. Перестань всех жалеть. Перестань со всеми церемониться. Если кто-то тебя использует, в шею гони. Если на работе платят копейки, ищи другую, но не увольняйся с этого, то есть не увольняйся в никуда. Начни искать. Если твои подруги или друзья только берут, но не дают, возьми, заблокируй в телефоне, не бойся, ты одна не останешься, придут новые люди, понимаешь? Пора начать думать о себе, а не о том, что там другие подумают. Знаешь, я потерял всех, практически всех. И знаешь, я вот смотрю на все со стороны. Вот у меня был лучший друг, он, знаешь, как умер? Он спать лег, а утром просто не проснулся. И вот о нем горевали. Под конец похорон, а у нас хоронят в этот же день. То есть умер, и ты вечером, как говорится, уже закопан. И вот смотри, о нем горевали не то что месяц, два, три. О нем горевали вот до середины похорон. А потом просто вот все уже начали про свое болтать. Я на это все смотрю, и мне так, знаешь, противно стало. Лицемерие. По Анечке. Вот знаешь, вот я, честно, я никогда не говорил. Мне многие задают вопросы. Сейчас очень много вопросов прилетает. А где Аня? Я ни на один не отвечаю. Знаешь почему? Потому что эти же люди, я всегда смотрю, что они писали и так далее. Они говорят, что я так люблю Анечку, что ни один расклад ее не пропускаю. Ни одно видео на канале не пропускаю. Прошло год с лишним, да. Для меня это было как вчера все. Как я поехал, потому что она трубку не брала там. Ну, ладно, это не в этом дело. И знаешь,
эти люди пишут, что я очень люблю Анечку и ни одно видео не пропускаю. А представляешь, через год вот под каждым раскладом почти есть такое: а где Анечка? Ну, это же лицемерие. Вот и друг мой лучший, когда умер, да, вот все похоронили, к вечеру никто уже не помнил. Не то, что не помнил, никто не страдал. Все вот начали о своем и все. И я на это все смотрю и думаю, вот, ну люди они такие, а это близкие люди были. Понимаешь? Человека, как говорится, закопали, все, про него уже не помнят. Так почему ты должна думать о других, которые о тебе забудут к вечеру после ухода? Гони всех, кто тебя использует. В шею гони. Значит, если они тебе не помогают, там не участвуют, да, значит, они просто пользуют тебя, вот как батарейка. Вот есть, например, там плеер, да, в него батарейку вставишь, батарейка дает энергию свою. Взамен она ничего не получает, батарейка. Только у нее забирают. А когда батарейка умерла, батарейку выкидывают, и больше они не вспоминают. Переключается фокус на другую батарейку. Пока она нужна. Так почему ты эта батарейка? Ты скажешь, я боюсь остаться одна. Лучше одна, чем с такими людьми. Пора начать думать о себе, а не о том, что тебе подумают другие. Другие подумают, они к вечеру о тебе забудут, еще раз повторяю. Еще тебе нужно найти наставника себе. Человек, который вот прошел похожий путь и может подсказать, как действовать. Это должен быть кто-то серьезный, вот жизненным опытом, кто не будет тебя жалеть, а правду в глаза скажет, понимаешь? Таких людей очень мало, но они есть. Ищи среди коллег старших, через там знакомых родителей, может, среди соседей. Перестань искать легких путей. Никто тебе ничего не должен, никто тебя спасать не будет, поэтому и ты не пытайся. Хочешь изменить жизнь? Бери, меняй. Вот прям сегодня. По чуть-чуть, каждый день, сегодня, завтра. Сегодня, например, там на какой-нибудь сайте по поиску работы резюме отправь, да? Завтра на собеседование сходи. Послезавтра там старые вещи выкинь или продай. Маленькими шажками, но постоянно меняй свою жизнь. Постоянно. Сегодня одну заблокировала, там подругу, для которой ты была батарейка. А завтра найди другую подругу, скажешь, как искать. Ну, есть там форумы по интересам, вот что тебе интересно, там познакомься с кем-нибудь. Если ты из дома боишься выглянуть. На улице познакомимся. Вот знаешь, я вот много раз говорил, что себя как побороть, сделать вживую. Вот выйди на улицу, просто вот выйди на улицу, там в парк погулять и так далее. То есть, где люди не спешат с работы домой, да, а где отдыхают. Но не кафе. Ну, кафе тоже можно, но так себе вот парк. Подойди, например, к девушке, женщине какой-нибудь и скажи, вот у меня нет друзей, а я хотел бы прокатиться вот на этих каруселях. Или у меня нет друзей, а давайте с вами погуляем, познакомимся, просто я хочу найти подругу. Люди нормальные отзовутся, понимаешь? И самое главное, перестань себя винить за то, что раньше случилось. Прошлое не изменить никак, но можно же изменить будущее свое. Тот мужик ушел, хорошо, значит, он не твой был. Денег нет, заработаешь. Друзья, подруги фальшивые, найдешь настоящих. Но для этого нужно действовать, не сидеть и не жалеть себя, понимаешь?
И запомни одно, ты достойна хорошей жизни. Не потому, что ты особенная, а вот потому, что каждый человек этого достоин. Но получают хорошую жизнь только те, кто за нее борется. Остальные так и остаются в своих проблемах. Ноют, чудо ждут. А чуда не будет. Мы сами творим свое чудо, понимаешь? Будет только то, что ты сама создашь. Понимаешь? Когда сможешь, обязательно приходи в проживание арканов, но я тебе сказал, что нужно сделать. Познакомься для начала. Вещи и так далее, вот это все обязательно выполни. И подписывайся на канал, конечно же. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, одевайте штанишки и полетели. Что сейчас главное в твоей жизни? Ну, это твой мужик. Он у тебя хороший, надежный, с деньгами. Работает, дом обеспечивает, да, на тебя не давит. И ты знаешь, что с ним все будет стабильно, спокойно. И вот он из тех мужиков, знаешь, вот на которых положиться можно. Не кидает, не изменяет, не пьет. Это просто мечта любой женщины. Но засада в том, что ты никак не можешь определиться, чего ты от него хочешь. То ли замуж, да, то ли мороженку вместе поесть. То ли просто так вот жить, как этот называется, гражданский брак. То ли детей рожать хочешь, то ли пока повременить. Ты постоянно мечешься между двумя разными вариантами. Сегодня думаешь там, да, он мой человек, будем развиваться дальше, ну, отношения развивать. А завтра уже сомневаешься, а может там рано еще, да, может он не тот. И ты вот жонглируешь этими мыслями каждый день. Подруги спрашивают, как дела, там, когда свадьба, а ты не знаешь, что ответить. Мама твоя тоже намекает на внуков, да, а ты опять в ступор. Он, знаешь, он сам иногда заводит разговоры о будущем, а ты тему переводишь. И вот проблема в том, что ты боишься сделать неправильный выбор. Ты думаешь, а вдруг я с ним там свяжусь окончательно, а потом пожалею. А вдруг кто-то получше появится, да? А вдруг я еще не готова к серьезным отношениям. И вот эти вот «а вдруг», да, они тебя и мучают. И в результате ты на месте топчешься. Вперед не идешь, но и назад не отступаешь. В воздухе висишь. Время идет, а он это чувствует, и это понимает все. Но решение ты никак принять не можешь. Так какая проблема-то тебя назад тянет? Ну, знаешь, твоя главная, самая проблема ты вообще никак не можешь решать. И это не только с этим мужиком, это везде. На работе предлагают что-то новенькое, да, там новую должность, новое там направление, и ты неделю думаешь. В магазине между двумя платьями выбираешь, как будто машину покупаешь. Можешь час стоять даже. Если про отпуск решение принимать, да, то ты там до последнего мучаешься и не понимаешь, что делать в отпуск. Ну, какой план. Ты как будто вот, знаешь, вот как будто вот между двумя стульями застряла. И это происходит потому, что ты очень боишься ошибиться. Тебе вот кажется, что любое решение, оно будет неправильным, да? А вдруг то решение лучше? И, как говорится, лучше вообще не решать, чем решить плохо. Но проблема в том, что... Проблема, знаешь, в чем? Она в том, что вот жизнь проходит мимо, пока ты думаешь. Другие люди там делают выбор, да, идут вперед, цели добиваются, а ты стоишь и размышляешь. И с каждым днем остаешь все больше и больше. И это очень сильно бесит твоего мужчину. Он, знаешь, он человек действия, он привык решать быстро.
А ты ему каждый раз вот дай подумать, дай мне время, куда ты торопишься. А он уже устал ждать твоих решений и начинает злиться, что ты его тормозишь, понимаешь? Ты понимаешь, что вот эта нерешительность, она разрушает ваши отношения. Но ничего ты не можешь с собой поделать. Каждый раз, когда от тебя нужно что-то вот решить, да, то у тебя ступор. Начинаешь плюсы, минусы, за, против искать, да, там дополнительную информацию искать, с подругами советоваться. И в итоге вот это решение, либо оно само собой принимается, либо его принимают за тебя другие. А ты потом думаешь, а правильно ли получилось, да, и снова себя мучить начинаешь. Какой страх у тебя внутри? Ты до смерти боишься потерять то, что у тебя есть. Тебе вот кажется, что если ты сделаешь какой-то там неправильный шаг, да, то все рухнет. Ты ни с чем останешься. Там без мужика, без работы, без денег, без всего. Одна как вот столб в этом жестоком мире. А еще ты боишься, что тебя предадут. Что вот люди, которым ты доверяешь, в один момент, как говорится, развернутся и уйдут. Поэтому ты не открываешься полностью никому. Всегда держишь дистанцию, всегда готова к худшему. И вот этот страх, он, знаешь, он появился из-за того, что в прошлом тебя предавали. Была ситуация, когда ты доверилась человеку, да, а он тебя подставил. Или подруга увела парня, или коллега там насплетничал начальству. В общем, ты получила удар в спину от того, кого считала близким. И вот с тех пор ты живешь в этой постоянной готовности к худшему. Думаешь, если я не буду слишком счастливой, то и падать будет не так больно. Если не буду слишком доверять, то и разочарований меньше будет. Но ведь этот страх, он тебя парализует. Ты не можешь насладиться тем, что у тебя есть. Ты не можешь ни расслабиться, ни счастливой быть. Постоянно ждешь подвоха. И в результате ты сама разрушаешь то, что боишься потерять. А твой мужик, он это чувствует. Он видит, что ты не доверяешь ему полностью, что всегда готова к тому, что он тебя бросит. И это его расстраивает. Он же хочет близости, а ты оборону держишь. Как дальше двигаться? Ну, знаешь, свою жизнь в свои руки нужно взять. Перестать зависеть от вот этих мнений чужих, от решений чужих. Нужно перестать ждать, что кто-то за тебя все решит и устроит. Бери инициативу в свои руки. Сама определяй, что тебе нужно, и к этому иди, понимаешь? Вот с малого начни, например, там учись принимать там простые, какие-нибудь простенькие какие-нибудь решения быстро. Вот, например, в кафе пришла, да, и не мучайся полчаса с этим меню. Выбирай первое, что понравилось. В магазине там часами у полки там с одеждой и сумками и так далее не стой. Бери и иди. Понимаешь? Вот тренируй вот эту мышцу, как сказать, не мышцу, а извилину решительности. На мелочах вот тренируй. А еще, знаешь, научись наслаждаться тем, что у тебя сейчас есть. Твой мужик хороший? Хороший. Радуйся этому. Работа нормально? Нормально. Цени это. Здоровье есть? Есть. Благодари судьбу. Крыша над головой есть? Тоже судьбу благодари. Перестань все время думать о том, что может не так пойти. Понимаешь? Твоя задача – это создать себе безопасную жизнь. Но не за счет других людей, да, а за счет своих навыков и умений. Развивайся, новому учись, в проживание арканов приходи. Становись интересней. Чтобы даже если что-то не так пойдет, ты знала, что я справлюсь. И самое главное, конечно, доверяй жизни. Не все люди плохие, не все ситуации заканчиваются трагедией. Большинство твоих страхов – это выдумки. Реальных проблем гораздо меньше, чем ты думаешь.
Твой мужик, он от тебя решения ждет. Либо ты с ним, либо без него. Хватит его мучить вот этой неопределенности. Решай и действуй. А если ошибешься, то исправишь. Ошибки, они же не смертельны. А вот возможности упущенные, они никогда не вернутся. И обязательно подписывайся на канал и жмякай на колокольчик. И мы перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки-затейницы. Одевайте свои штанишки, хрумкай пирожок и полетели. Что главное в жизни? Ну, знаешь, это то, что тебя недавно прям прилично так подставили на работе. У тебя ты что-то готовил, то ли презентацию, то ли что-то, а коллеги взяли и сдали начальству свой вариант раньше тебя. И получили, как говорится, все лавры победителя. А ты осталась так в сторонке. Это был настоящий удар под дых. Потому что ты вложил в это дело вот кучу сил, кучу времени. Сейчас ты пытаешься восстановиться после вот этого поражения. Но не просто залечить раны. Понимаешь? Не просто. Но можно. И можно найти в этом что-то хорошее. Ты веришь, что вот все происходит не так, не просто так, да? Что эта подстава, она была там знаком каким-то. Пора менять подход к работе и вообще к жизни. Потому что ты думаешь о будущем, строишь новые планы. И мечта у тебя появилась большая и светлая. Ты хочешь кардинально поменять свою жизнь. Там работу получше найти, свое дело начать, переехать в другой город, страну и так далее. И тебе прямая дорожка в проживании арканов, там ты это все сделаешь. Но на данный момент эта мечта, она дает тебе силы каждое утро вставать с кровати и идти на эту, как говорится, хреновую работу, где тебя не ценят. И еще ты стала много читать про успех, мотивирующие видео смотреть, историю людей изучать, которые смогли свою жизнь изменить круто. И это дает тебе надежду, что и у тебя получится. Что вот та неудача, она была не концом, а началом чего-то большего. И я тебе говорю, да, в проживании арканов ты сможешь кардинально поменять свою жизнь. Если хочешь, конечно. И вот сейчас ты каждый вечер сидишь, планируешь свое новое будущее, цели, возможно, записываешь, планы составляешь, вариантики ищешь. И вот это стало твоим главным занятием сейчас. Ты веришь, что если достаточно сильно захотеть и правильно все спланировать, то мечта обязательно сбудется. И вот вера, она держит тебя на плаву. А что назад нас тянет? Доброе и наивное ты слишком. Ты все еще веришь людям на слово. Коллегам доверяешь. Думаешь там, что все хотят тебе добра. А мир жестокий. Люди готовы перегрызть друг другу глотки ради карьеры. Про деньги вообще молчу. За деньги там все что угодно сделают. А ты все еще играешь по честным правилам, понимаешь? И вот эта твоя доброта и твоя открытость, они постоянно подставляют тебя. Ты там коллегам рассказываешь, да, там о своих идеях. Они их воруют. Планами делишься, а тебя опережают. Другим помогаешь, а когда просишь сама помощи, все заняты сразу. Ты знаешь, у тебя ты как будто ребенок в мире взрослых хищников. А еще ты очень яркая и заметная. Ты не умеешь быть серой мышкой. Тебе нравится быть в центре внимания. Рассказывать о своих достижениях, радостью делиться. И это тоже играет против тебя.
Завистники, они сразу видят, у кого дела хорошо идут, и начинают строить говнюшки, ну, козни всякие. Ты думаешь, что если ты будешь хороший и честный, то и к тебе будут так же относиться. Но это же не работает так. Вот в офисе, да, на работе свои законы. Там выживает не самый хороший, а самый хитрожопый. А ты не умеешь быть хитрой. Ты не умеешь врать, интриговать, подставлять. Не умеешь. Ну и не надо, а то ты скажешь: дед меня сейчас учит подставлять других. Нет. И вот в голове ты мучаешься. Что делать? Становиться такой же злой и подлой, как все, или продолжать быть собой и дальше получать по башке? И ты вот не знаешь, как найти вот этот золотую середину, баланс, да, между добротой и самозащитой. Как человеком остаться и при этом не дать себя в обиду. Не знаешь. Какой страх внутри тебя сидит? Все новое, все новое. Ты боишься всего нового. Любых новых идей, новых людей, новых там способов делать дела. Тебе страшно, что ты не поймешь там что-то, да, не справишься, окажешься глупой на фоне там молодых и продвинутых. Ты боишься, что мир изменился, а ты осталась в прошлом. И, конечно, еще ты панически боишься молодых коллег. Этих 20-летних умников, да, которые все на лету схватывают, знают все новые программы, говорят на непонятном тебе языке. Эти, как их забыл, зумеры. Мне, кстати, сказали, я какой-то там динозавр, миллениал, что ли, что-то такое. Ну, я лучше им буду, чем зумером, потому что у меня зумер равно детеныш, ну, ребенок. А ты думаешь, что они умнее тебя, что начальство их больше ценит, что там скоро они займут твое место. Нет. Этот страх у тебя, кстати, недавно появился, когда вот вашу команду, на вашу работу новый сотрудник пришел. Молодая, амбициозная, с кучей там идей свежих. И вот этот человек сразу стал предлагать новые подходы, да, критиковать методы старые. А ты поняла, что ты не понимаешь и половину того, о чем он говорит. Тебе показалось, что все вокруг кивают. Типа вот все в курсе, да, а ты одна тупишь. Это вот знаешь, как в голове. Все его поняли, а я нет. И ты стала бояться высказывать свое мнение, чтобы не выглядеть отсталой. Начала молчать на совещаниях, там, соглашаться с чужими предложениями, даже если они тебе не нравились. И теперь вот этот вот страх, он сидит у тебя в голове постоянно. Ты боишься, что тебя выкинут с работы за ненужность. Что там найдут кого-то помоложе, посовременнее, да? Что ты никому не нужна со своими старомодными подходами к делу. И вот этот страх, он мешает тебе действовать. Он парализует твою волю. Так как дальше-то двигаться? Публичного признания надо добиться. Твоих заслуг, не чужих, твоих. Мы только про тебя говорим. Нужно перестать скромничать, перестать прятаться вот в тени сейчас. Начни рассказывать о своих достижениях, успехами хвалиться. Требовать справедливой оценки своей работы. Если ты знаешь, если ты что-то сделала хорошо, то пусть об этом знают все. Иди вот к начальству и четко объясни, что ты умеешь, чего ты достигла, какую пользу приносишь компании. Не жди, что тебя сами заметят. Не надейся, что хорошая работа там сама за себя говорит. Нет. В наше время нужно уметь себя продавать. А еще научись слушать свой внутренний голос. Потому что у тебя очень хорошая интуиция. Прям вот замечательно вкусно. Ты людей чувствуешь, ты понимаешь, как вот что-то идет не так, ты сразу понимаешь. Но ты не доверяешь своим ощущениям. Ты думаешь, знаешь, вот что ошибешься. Зря. Твоя интуиция, она работает лучше любого анализа. Когда тебе кто-то не нравится, не игнорируй это чувство.
Когда что-то вот кажется подозрительным, проверь. Когда вот внутри все говорит, так не надо, не делай, то не делай. Твой внутренний компас, он никогда тебя не подводил. Просто ты его не слушаешь. И вот этих молодых, этих зумеров, коллег молодых, не бойся. У них есть знания, но у тебя-то есть опыт. Опыт намного лучше знаний. 100%. Они соображают быстро, да, но ты глубже людей понимаешь. Понимаешь? Вот зумеры, они быстро схватывают информацию. Ну, вот эти вот, как сказать, 20-летние. Они быстро информацию, но они не могут просчитывать людей. Понимаешь? В этом их слабость. Они знают новые технологии, но ты знаешь, как работать с людьми. Вы дополняете друг друга, а не конкуренцию вашу, понимаешь? Если ты вот с этим молодым специалистом, как сказать, за одно дело возьмешься, вы можете горы свернуть. Понимаешь? Используй свою женскую мудрость. Ты умеешь читать между строк, чувствовать настроение, подход к разным людям найти можешь. И это твоя суперсила. Развивай ее, а не пытайся стать кем-то другим. И всегда помни, что дед с тобой рядом всегда.